Милостливый государь, я иду на самый большой риск в своей жизни, доверяя вам такое деликатное дело, но странное и несчастное положение, в которое меня поставила судьба, вынудило меня побеспокоить вас. Я решил довериться вам, полагаясь на вашу порядочность и абсолютную осмотрительность, и умоляя вас понять мое положение и спасти меня. Будучи заключенным в тюрьму по банкротству, я молю вас помочь мне возвратить сумму в 75 тысяч фунтов стерлингов, выданных в форме 2 именных чеков одним из банков вашей страны. Для этого абсолютно необходимо, чтобы вы уплатили в судебную канцелярию издержки по моему делу, с тем, чтобы иметь возможность снять арест с моего дорожного саквояжа, содержащего потайной карман, в котором находятся упомянутые 2 чека. В компенсацию я вручу вам третью часть указанной суммы, то есть 25 тысяч фунтов. В качестве меры предосторожности я пока не подписываюсь своим именем, но прошу вас отвечать по адресу моего доверенного лица. Пабло Мора, Листа Кареос, номер 413, Розас, Жирона, Испания. Интересная сложилась ситуация, мистер Росс. Это старейшее мошенничество в истории, называется «Испанский узник». Некто говорит, что он и его сестра, богатые иммигранты, оставили состояние на родине. Ему удалось бежать, а девушка и деньги застряли в Испании. Вот ее самый прекрасный портрет. И ему нужны деньги, чтобы вызволить ее и их капиталы. Тот, кто предоставит деньги, получит состояние и девушку. Старейший трюк в мире. Пару недель назад в интернете всплыл совершенно замечательный мем о том, что в Нигерии умер человек, в доме которого обнаружили 28 миллиардов долларов. В течение 20 лет он пытался их раздать, но никто не отвечал на его имейлы. Письма от нигерийского принца, или как их называют в самой Нигерии, письма 419, по номеру соответствующей статьи в Нигерийском уголовном кодексе, являются самым известным из новейшей волны этого действительно древнейшего мошенничества, появившегося фактически с появлением регулярной почты. Испанский узник или нигерийские письма – это подвид более широкого типа мошенничеств, афер с предоплатой, которые могут принимать самые разные формы. И поэтому очень важно понять и уяснить саму эту схему, чтобы в будущем, когда жулики придумают очередную новую ее разновидность, не попасться в ту же самую замшелую ловушку. Как следует из названия, в основе мошенничества с предоплатой является просьба о предоплате за получение большой суммы денег или каких-то других ништяков. В классическом испанском узнике это деньги и спасение прекрасной девушки. Мошенник входит в доверие к жертве, выдавая себя за лицо, некогда облеченное властью и статусом, но попавшее в беду. Он просит выручить его и дать ему в долг небольшую сумму. В благодарность он обещает наградить вас гораздо большей суммой, когда ему с вашей помощью удастся вернуть свое состояние. Подробности могут отличаться, но главный принцип остается в силе. Вам предлагают сделать предоплату, точнее инвестицию в ваше будущее, обменять немножко денег на гораздо больше. На деле же благородный узник просто смывается с вашими деньгами, и вы остаетесь у разбитого корыта мечтать о принцессах, дворцах, наследствах и далеких странах с пальмами. О чем говорить? Вы сами понимаете. 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Эта атмосфера элитарности, окружающее предприятие, отличает испанского узника от родственных ему мошеннических схем. Преступники играют не только на алчности потенциальной жертвы, но и на ее тщеславии и зачастую благородных чувствах. Это идет еще из тех времен, когда люди точно знали, что воровать, лгать и мошенничать могут только бедняки. А высокопоставленному человеку, джентльмену, разумеется, всегда можно доверять.
И если он снизошел до того, чтобы попросить вас о помощи, вам нужно быть ему благодарным за доверие и скорее бежать за деньгами. Поразительным образом это работает до сих пор. К примеру, в одноименном фильме «Испанский узник» 1987 года, который я только что процитировала, мошенник создает у главного героя впечатление, что он не только не пытается чего-то от него добиться, но, напротив, держит его на расстоянии вытянутой руки. Жертва словно бы сама инициирует первый контакт с богатым преуспевающим человеком. Никто не пытается втереться к вам в доверие. Вам самому приходится доказывать, что это вам можно доверять. Вам повезло, что вы оказались вхожи в красивый мир людей с личными самолетами, закрытыми клубами и счетами в швейцарских банках. У вас начинает слегка кружиться голова от сознания причастности к таким высоким сферам, и рука сама тянется к кошельку, лишь бы вам позволили остаться там. Почему бы вам не помочь этим чудесным людям? Со всей очевидностью они богаты, а вы бедны. Зачем им ваши жалкие деньги, помилуйте? А потом оказывается, что иностранные принцессы и миллионные состояния вам просто померещились. Кстати, фильм «Испанский узник» гораздо сложнее, чем эта молью потраченная схема. Там интрига куда запутаннее. Если вы любите прихотливые заковыристые детективы в стиле нуар, всячески рекомендую его посмотреть. Я вас уверяю, что я ничего не раскрыла, и концовка вас удивит. Возвращаясь к нашим баранам. Самая старая сохранившаяся подробная схема испанского узника записана в мемуарах Франсуа Видока, скорее всего, известного вам по эпиграммам Пушкина на Булгарина. «Не то беда, что ты поляк, Костюшка лях, Мицкевич лях, пожалуй, будь себе татарин, и тут не вижу я стыда, будь жид, и это не беда, беда, что ты видок фиглярин». И я подумала, что не все обязаны помнить обстоятельства, при которых Пушкин написал такую потенциально холиварную эпиграмму. И решила прокомментировать. Фаддей Булгарин был литератором, критиком и издателем, у которого была потрясающая способность вызывать неприязнь у коллег. На него только ленивый не писал эпиграмм. Вяземский, Баратынский, Лермонтов, Некрасов. Он весьма вероятно не был таким уж прямо ужасным человеком, и сейчас люди пишут статьи, реабилитирующие Булгарина. Но факт остается фактом. Его не любили многие талантливые люди. И в какой-то момент Булгарин, польский шляхтич по рождению, стал говорить, что русская литературная тусовка его ненавидит за то, что он поляк. Именно по этому поводу Пушкин и написал эпиграмму, в которой он говорит, что Булгарина не любят не за его национальность. И он упоминает двух своих личных героев, поляков, Костюшка и Мицкевича, а за его моральные качества. А чуть позже Пушкин также злостно опустит его литературные способности. «Не то беда, Авдей Флюгарин, что родом ты не русский барин, что на Парнасе ты цыган, что в свете ты видок фиглярин, беда, что скучен твой роман». Пушкин использует фамилию Видока как нарицательное имя для предателя и провокатора, по-видимому. Видок был очень колоритной личностью. В юности он начал как бритер, вор и дезертир, неоднократно сидел, а потом решил стать респектабельным человеком и начал закладывать полиции своих подельников. А ко времени Пушкина он уже стал сначала руководителем следственного отделения парижской полиции «Сюрте», а потом главой первого в мире частного детективного агентства и автором ужасно популярных скандальных воспоминаний, в 5 главе которых молодой Видок в очередной раз сидит в тюрьме и рассказывает о том, до чего дошла наглость воров и попустительство чиновников. Заключенные прямо в камерах сочиняли то, что тогда называлось иерусалимскими письмами.
Один из преступников добыл адреса богатых людей, живущих в провинции, что было очень легко сделать через посредство арестантов, прибывавших оттуда чуть ли не каждый день. Заручившись адресами, он отправил тем письма, называемые на воровском наречии иерусалимскими письмами, и содержание которых заключалось в следующем. «Милостливый государь, вы без сомнения будете удивлены, получив это письмо от неизвестного лица, которое ожидает от вас услуги. Но, находясь в таком печальном положении, я погиб, если честные люди не придут мне на помощь. Я эмигрировал вместе с маркизом Д., у которого служил камердинером. Чтобы не возбудить подозрения, мы путешествовали пешком, и я нес багаж, в том числе шкатулку с 16 тысячами франков золотом и бриллиантами покойной маркизы. Как вдруг нас открыли и стали преследовать. Господин маркиз, видя, что нам не ускользнуть, велел мне бросить шкатулку в довольно глубокую лужу, возле которой мы находились, чтобы присутствие шкатулки не изменило нам, если мы будем арестованы. Я предполагал вернуться за ней в следующую ночь, но крестьяне, поднятые набатом, в которую велел ударить начальник отряда против нас, с такой ревностью начали обыскивать лес, где мы были спрятаны, что нам оставалось только помышлять о бегстве. Прибыв за границу, господин маркиз решился послать меня отыскать шкатулку, оставшуюся в луже. Я тем более надеялся ее найти, что на другой день мы на память составили план местности на случай, если мы долго не в состоянии будем возвратиться. Я возвратился во Францию и добрался без приключений до деревни, соседней с лесом, где нас преследовали. Вы должны прекрасно знать эту деревню, так как она находится в 3/4 лье от вашего местопребывания. Я готов был выполнить свое поручение, когда хозяин гостиницы, где я остановился, ярый якобинец, заметив мое колебание, когда он предложил выпить за республику, арестовал меня как подозрительного субъекта. Так как у меня не было бумаг, то меня послали в тюрьму. Из 100 писем подобного рода, пишет видок, на 20 всегда получался ответ. Провинциал отвечал, что он соглашается принять на себя заботу об отыскании шкатулки. Новое послание мнимого камердинера извещало, что, лишенный всего, он заложил больничному служителю за незначительную сумму чемодан, в двойном дне которого находится пресловутый план. Тогда посылались деньги, и сумма их иногда доходила до 1200 или 500 франков. Сами парижане иногда попадались в ловушку. Вероятно, многие помнят торговца сукнами с улицы Прувер, которого поймали, когда он подкапывал один из устоев моста Понт-Нёв, где он надеялся найти бриллианты герцогини Бульонской. Какие бриллианты? Позвольте, разве их не отобрали тогда, во время обыска? Как вы видите, здесь речи не идет ни о какой испанской красавице, но это та же самая схема. Существует некая большая ценность. У видока это шкатулка с драгоценностями, но это может с тем же успехом быть арестованный банковский счет или наследство от доселе неизвестного вам богатого родственника, или выигрыш в лотерею, о которой вы впервые слышите. И эта ценность будет вам выдана после того, как будут устранены некие препятствия. А для этого вам нужно внести сравнительно небольшую сумму на неотложные расходы, на выплату долга, таможенной пошлины, банковских сборов или на билет для человека, который вам эту ценность привезет. И, как замечает еще видок, эта небольшая сумма могла исчисляться тысячами условных единиц страны жертвы. Настоящего расцвета испанский узник достиг только к концу XIX века, когда почта и банковские системы достаточно развились. Именно тогда эта схема получила свое имя. В Испании с 1830-х по 70-е годы шла сплошная гражданская война. Этот политический хаос служил правдоподобным фоном для мошенничества. В Британии появились адресные справочники, пользуясь которыми продвинутые жулики начали посылать письма честным благородным англичанам, рассказывая в них историю об офицере по несправедливому навету, невинно заключенному в испанскую тюрьму. Он писал, что его отец или дед были англичанами, и поэтому он обращается к англичанину, к настоящему джентльмену, которому, в отличие от коварных испанцев, можно доверять. Узник серьезно болен и боится умереть в застенке. Смерть его не страшит,
Но у него есть юная дочь, которая останется совершенно одна и беспомощна перед опасностями этого жестокого мира. Узнав через общих знакомых о честности и благоразумии адресата, испанский узник решил назначить его опекуном дочери и наследником большого состояния, которое он успел припрятать перед арестом. Вам только нужно выслать денег на дорогу барышне, и она приедет в Британию и привезет вам сокровища. Сохранилось множество газетных статей того времени, в которых говорится о том, как наивные бриты расставались с большими суммами денег, пытаясь выручить прекрасную синьорину и мешок песо в придачу. К началу 20 века мошенничество перекинулось на США, где, к примеру, сообщалось, что мужчина из Северной Дакоты чуть не попался на эту удочку, но он догадался сначала связаться с консулом США в Мадриде, от которого и узнал, что эта афера продолжалась уже более 30 лет, и что некоторые жертвы даже закладывали свои фермы, чтобы выручить несуществующую испанку. Мошенники, к этому моменту уже не обязательно испанские, не ленились подделывать официальные документы, использовали изящные формулировки, писали каллиграфическим почерком и часто умоляли жертву не сообщать об этом властям. Тактика, которая впоследствии станет все более и более распространенной. Время шло, и испанский узник менялся. На место заключенных аристократов пришли директора Нигерийской национальной нефтяной корпорации, которые предлагали перевести 20 миллионов долларов на ваш банковский счет. Деньги, которые были заложены в бюджет, но так и не были потрачены. Вы оставите себе треть, а остаток вернете благодетелю. Не волнуйтесь, в Нигерии такая коррупция, такой хаос, что государство никогда не хватится этих денег. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. От вас только требуется прямо сейчас перевести небольшую сумму на дачу взятки должностным лицам. К концу 20 века стало ясно, что рассчитывать на благородные чувства клиента не следует. Джентльмены становятся редки, дискурс смещается, и теперь вам напрямую предлагается поучаствовать в незаконной или полузаконной секретной махинации, к примеру, дележе неучтенных государственных средств или незатребованного наследства недавно погибшего в авиакатастрофе человека. Эти деньги не ваши, но они как бы ничьи. Никто не заявлял на них права, так что ж добру пропадать. По потрясающему совпадению у вас такая же фамилия, как у светлой памяти покойного. Вам нужно только оплатить налоги и судебные издержки, и наследство ваше. Если вы заплатили один раз, к вам будут обращаться еще и еще. Внезапно окажется, что не уплачен гонорар адвокату, и что нужно внести какую-то сумму в кадастр, и что официальный переводчик требует, заплатите ему. А если вы в какой-то момент что-то заподозрите и начнете артачиться, тут-то вам и напомнят, что вся эта сделка с самого начала была незаконной, и вы влипли по уши, потому что на документах есть ваша подпись. То есть вы являетесь соучастником международной аферы. Если вы сейчас пойдете жаловаться властям, они вас же и посадят. Я приду, но с милиционером. Приводи все отделение. Приводи все отделение. Ассортимент новых легенд велико разнообразен. Новыми испанскими узниками становятся американские солдаты, которые воевали в Ираке и случайно обнаружили под руинами Королевского дворца тайник из золотых слитков. Полевые командиры африканских повстанческих армий, пытающиеся реализовать груз конфликтных алмазов, вдова президента Мабуту, которая после смерти мужа не знает, как вывести 180 миллионов долларов из родного Конго. Намеки на то, что ваши деньги будут использованы для устранения проблем, то есть для совершения преступлений, стимулируют жертву держать язык за зубами и никому об этом не рассказывать. Да и вообще, кто захочет переходить дорогу таким опасным людям?
выкидывают! Помогите! Причем в реальности угроза и риски могут быть такими же фиктивными, как золото и бриллианты. И вся афера может вестись парочкой дошлых молодых людей из интернет-кафе. В 80-е годы нигерийские письма еще приходили по обычной почте в конвертах. Но с появлением e-mail'ов не только их объем увеличился, упростилась процедура фиктивного подтверждения реальности и полномочий узника. Теперь вы только ответьте, вам мигом пришлют массу натурально выглядящих документов с печатями, отправят вас на солидно выглядящие веб-сайты, дадут вам телефоны, куда вы сможете перезвонить и подтвердить, что вы лопух, который только и ждет, чтобы у него отняли деньги. В соцсетях принято смеяться над нигерийскими письмами. Очень часто они написаны на неуклюжем, неграмотном языке, их истории абсолютно нелепы. Нам всем таким умным кажется, что никто никогда не может попасться на такую очевидную наивную уловку. Но это делается специально. Мошенники не имеют лишнего времени разбираться с подозрительными людьми, которые начнут добиваться от них всяких подтверждений и гарантий. Они отфильтровывают только самых доверчивых и внушаемых. Тем, кто готов поверить, что им пишет настоящая африканская принцесса, запертая в сомалийском лагере для перемещенных лиц. Я не утрирую, были такие письма. Принцессы и принцы, в зависимости от пола адресата, предлагали руку и сердце и свое королевство в придачу любому, кто выручит их и пришлет денежек на билеты и подкуп стражи. И десятки тысяч людей со всего мира продолжают посылать им деньги. Абсолютный шедевр на Россию ориентированного нигерийского письма приводится в Википедии, а там цитируют журнал Esquire. «Меня зовут Бакаре Тунде. Я брат первого нигерийского космонавта, майора ВВС Нигерии Абака Тунде. Мой брат стал первым африканским космонавтом, который отправился с секретной миссией на советскую станцию «Салют-6» в далеком 1976 году. Позднее он принял участие в полете к секретной советской космической станции «Салют-8Т». В 1990 году, когда СССР пал, он как раз находился на станции. Все русские члены команды сумели вернуться на Землю, однако моему брату не хватило в корабле места. С тех пор и до сегодняшнего дня он вынужден находиться на орбите, и лишь редкие грузовые корабли «Прогресс» снабжают его необходимым. Несмотря ни на что, мой брат не теряет присутствие духа, однако жаждет вернуться домой, в родную Нигерию. За те долгие годы, что он провел в космосе, его постепенно накапливающаяся заработная плата составила 15 миллионов американских долларов. В настоящий момент данная сумма хранится в банке в Лагосе. Если нам удастся получить доступ к деньгам, мы сможем оплатить Роскосмосу требуемую сумму и организовать для моего брата рейс на Землю. Запрашиваемая Роскосмосом сумма равняется 3 миллионам американских долларов. Однако для получения суммы нам необходима ваша помощь, поскольку нам, нигерийским госслужащим, запрещены все операции с иностранными счетами. Вечно ваш доктор Бакаре Тунде, ведущий специалист по астронавтике. Может быть, это фальшивка, но, товарищи, я читала нигерийские письма, которые были не менее абсурдны. Обратите внимание, что ценность, которой мошенники заманивают своих жертв, не обязательно должна представлять собой какую-то сумму денег или сокровище. Это может быть нематериальная вещь, к примеру, контракт на выгодную работу. Только требуется внести какие-то деньги авансом. К примеру, рекрутер взимает комиссионные за то, что он обеспечит вам работу мечты. Или некто, выдающий себя за визового агента, обещает высокооплачиваемую работу за рубежом, но требует предоплаты за оформление визы. Мошенники, занимающиеся трудоустройством, часто выдают себя за представителей вполне реальных компаний. Все выглядит очень правдоподобно. Но в какой-то момент с вас начинают просить деньги.
оплатить свои учебные материалы, эта сумма будет возвращена вам с вашей первой зарплаты. Или установить специальное платное программное обеспечение, необходимое вам для работы. Фиктивные творческие агентства, готовые представлять интересы художников, писателей, актеров, моделей, требуют заплатить взнос за обслуживание вперед, обещая вам исключительно выгодные контракты и золотые горы впоследствии. Это всегда очень плохой признак. Как правило, как только вы переведете деньги, про вас забудут и перестанут отвечать на ваши звонки и имейлы. В самом деле, лишние работодатели не берут с вас плату за то, что вы поступаете к ним на работу. И даже если существуют какие-то накладные расходы, они потерпят до зарплаты. То же самое касается честных агентов. Они берут процент с ваших уже состоявшихся гонораров, а никак не вперед. Строго говоря, мы уже вышли за пределы классического испанского узника. Никто не давит на ваши чувства, никто не просит никого спасать. Это чистой воды схема с предоплатой. И в настоящее время мошенничество с трудоустройством и бизнес-предложениями является одной из основных и самых коммерчески успешных схем отъема денег у населения. Поэтому никогда не забывайте, если предложение кажется вам слишком хорошим, чтобы быть правдой, если вы не понимаете, почему весь мир еще не занимается этим чудесным, прибыльным и легким бизнесом, скорее всего, это разводка. Еще одним распространенным видом мошенничества с предоплатой является лотерейная афера. Когда вам звонят и сообщают, что вы выиграли огромный приз в лотерее, в которой вы никогда не участвовали. Это могут быть деньги или дорогие товары. Но чтобы получить выигрыш, вы должны сначала оплатить какую-то комбинацию налогов, страховки, таможенных пошлин, потому что это международная лотерея, или сборы за обработку и пересылку приза и так далее. В этом жанре печально прославилась Ямайка, где подобные мошенничества были поставлены на широкую ногу. В большинстве случаев они обзванивали пожилых американцев и опустошали их пенсионные счета. В одном сравнительно свежем, вопиющем деле мошенник с Ямайки по имени Кеннел Томас позвонил паре американских пенсионеров Уильяму и Линди Вебстерам и заявил, что Вебстеры выиграли $72 миллиона и новую машину Mercedes-Benz. И теперь им нужно перевести $50 тысяч на уплату налогов, прежде чем они смогут забрать награду. Когда Уэбстеры отказались платить, Томас перешел от мошенничества к вымогательству и угрозам. Он заявил, что снайпер следит за их домом, и он в любой момент может их застрелить, если они немедленно не заплатят. Основным недостатком плана Томаса оказалось то, что его жертва, Уильям Уэбстер, до пенсии был директором ФБР, и он еще не забыл служебных телефонов. Короче, Томаса нашли, судили в США и посадили на 6 лет. Но до этого ему удалось обмануть как минимум 30 человек и выудить у них несколько десятков тысяч долларов. Испанская сеньорита тоже откололась от старой схемы и начала самостоятельную уголовную жизнь. Масса фиктивных романтических знакомств по интернету завязывается, чтобы впоследствии раскрутить жертву на аванс. Особенно злостным вариантом этого мошенничества является так называемый забой свиньи. Термин, переведенный с китайского «шаджупан», что означает «откармливание свиньи на убой». Это гибрид романтического и инвестиционного мошенничества. Сначала с вами заигрывают на сайте знакомств или в социальных сетях, но потом переводят разговор на инвестиции в криптовалюту или биржевые акции. Жулики могут потратить недели на то, чтобы откормить свинью, то есть добиться полного доверия жертвы. Они будут показывать вам симпатичные фотографии неизвестно кого, ежедневно общаться с вами, расскажут трогательную историю своей жизни. Причем
храбрые доктора, спасающие детей в развивающихся странах, чуть ли не превышают по численности красоток с трудным прошлым, потому что женщин ловят в эту схему не хуже, чем мужчин. В конце концов, любовь всей вашей жизни сообщит вам, что у него или у нее есть выход на потрясающую инвестиционную возможность, недоступную в вашей стране. Вас приведут на красивый веб-сайт, где вы будете покупать криптовалюту или что-то подобное. Вы даже будете видеть, как на вашем аккаунте растут деньги. Но в конце концов свинью забивают. Когда жертва попытается обналичить свой баланс, ей сообщают, что она должна заплатить огромную комиссию за вывод средств вперед. После чего ваш романтический герой исчезает с вашими деньгами в цифровой дали. Китай и Юго-Восточная Азия являются мировыми центрами этого стиля разводок. И во многих случаях этими операциями руководят организованные преступные группировки, связанные с торговлей людьми и подневольным трудом. То есть иногда люди, переписывающиеся с потенциальными жертвами, сами жертвы. В жанре «отобрали паспорт, заставили лепить пельмени». Но в этом случае заперли в подвале с интернетом, заставили писать любовные письма. То есть ирония такова, что некоторые современные письма испанских узников отправляют настоящие узники. Короче, если вам придет e-mail, начинающийся словами «Дорогой друг, я сын китайского миллиардера, похищенный преступниками, меня держат прикованным к компьютеру и заставляют по 18 часов в день рассылать спам. Пожалуйста, пришлите $100, чтобы я мог подкупить стражей, и мой отец в благодарность пришлет вам 10 миллионов в биткоинах. Пожалуйста, сделайте скриншот и пришлите мне. Я засужу этих паскудников за плагиат. На сегодня у меня, пожалуй, все. Берегите себя и не забывайте старую народную мудрость. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всего вам доброго. До свидания.